Привет всем подписчикам Нейропрофит. Сегодня я расскажу про крутой сервис для фототоваров и для всех селлеров. FotoGem — это сервис с искусственным интеллектом для реалистичных фототоваров, в котором есть русский язык. Давайте его выберем и создадим вместе креативные и качественные фотографии с нейросетью FotoGem. Нажимаем «Попробовать бесплатно» и создаем аккаунт. Мы попадаем на главную страницу студии. Нажав проект, нам тут предоставляется демонстрационное видео, так что можно будет поучиться. Кстати, отдельное спасибо разработчикам хочется сказать за текстовую инструкцию пользователя. Тут наглядно продемонстрированы основные функции и возможности инструмента. Я захожу на свой уже заранее созданный аккаунт, где я успела поиграться с приложением, нажимаем «Новый проект», и здесь нужно будет добавить свой продукт. Я свои продукты сгенерировала в Midjourney, вы можете загрузить свой продукт, и здесь стоит галочка «Очистить фон». Я заранее сгенерировала изображение на белом фоне в Midjourney, а FotoGem дополнительно очистит фон. Загружаем фото нашего продукта. После того, как мы загрузили наш продукт, мы можем выбрать дизайн из шаблонов, а выбрать тут есть из чего. Давайте потренируемся с этим шаблоном. Промпт на русском языке, так как мы выбрали русский язык. Кроме этого, отмечу уже готовые пресеты, то есть можно выбрать стиль по своему усмотрению, фон, освещение, добавить изображение в качестве референса, выбрать размер. И так нажимаем «Сгенерировать». Вот такие классные результаты с проработанной тенью получаются из обыкновенных шаблонов без фотографа. Но мы с вами собрались не за этим, поэтому рассмотрим весь функционал. Добавим новый проект. Мы уже загрузили наш продукт, и прежде чем начать с пустого листа, я хочу повторить это изображение на Wildberries. Сохраняем это изображение в качестве референса, и я покажу, на что на самом деле способен этот сервис. Мне лень самой переставлять объекты, и я нахожу максимально похожий макет дизайна. И немного его редактирую, убираю лишние объекты. Зря я удалила тот букет, он был повернут налево. Да, он здесь повернут налево, но здесь есть функция «Отразить по горизонтали». Супер. Розовый подиум я удаляю, вместо него загружаю такой элемент, растягиваю его, перетаскиваю цветы на передний план вместе с кремом. Теперь нам нужно подобрать цвета фона, как на нашей картинке. Нажимаем на объект, выбираем значок цвета и выбираем его. Теперь сделаем однотонный задний фон. Для этого выбираем квадрат, растягиваем его по периметру и ставим на задний план. И выбираем цвет точно так же. Теперь адаптируем заготовленный промпт под свои нужды, поэтому копируем его, и я переведу его в DeepL. Вношу правки в мою текстовую подсказку, копирую перевод и вставляю в промпт. Теперь в качестве референса я удаляю это изображение и загружаю другое. Выставляю настройки. Несмотря на то, что я не убрала надписи с референса, результаты получились классные. Теперь уберем скобки из промпта с букета гипсофилии, этим самым мы снизим значение этого параметра. Веточки получаются более скромные. А теперь рассмотрим, что будет, если заключить этот параметр в двойные скобки. Вот такая веточка гипсофила получается при двойных скобках. Вот такие ветки получаются при одной скобочке. И такие генерации получились, когда мы вовсе убрали из скобок этот параметр ветка гипсофилии. На наш референс больше похож результат, где мы заключили параметр в одну скобку в нашей подсказке. Так что рекомендую поиграться с данным параметром. Опять загружаю новый объект, нажимаю «Начать с пустого холста», добавляю элементы. Теперь пишем промпт, настраиваем стиль, фон и освещение. Мне нравится, как натурально FotoGem делает тени от объекта. Изображения получились классными, он понял мой промпт. Теперь немного оживим наше изображение и загрузим в качестве элемента сгенерированную заранее модель.
Чтобы искусственный интеллект лучше понимал мой объект, я его назову. Рекомендую давать названия на английском языке. Теперь я немного исправлю промпт и укажу, что женщина стоит в черном платье. Ну вот, мы прописали промпт, и теперь у нас модель в черном платье, как мы хотели. Можно еще сгенерировать фотки, а можно сделать кое-что покруче. Например, загрузить свое изображение в качестве и установить его в качестве фона. Давайте прогуглим картинки Макао и сохраним понравившиеся. Нажимаю на элементы, и прежде чем загрузить, удостоверьтесь, что не включена кнопка «Очистить фон», потому что мы это используем для заднего фона, и нам не надо очищать фон. Ставим наш фон на задний план, растягиваем. После этого в настройках я поиграю со светом. Такие изображения получились с помощью нашего загруженного вот такого фона, который мы растянули как задний фон. Как видим, очень круто получилось. Перед тем, как мы перейдем к элементам, давайте с вами закрепим на другом каком-нибудь примере. Давайте новый проект, также добавим новый продукт и начнем с чего-нибудь пошикарней. Например, вот эта сумка. Я ее также сгенерировала в Midjourney. Вы можете загрузить свой продукт. Так, и начнем мы с пустого холста опять. Пишем простенький промпт. Дизайнерская сумка стоит на бежевом бархатном пуфике в шикарной бежевой гардеробной с дизайнерской обувью и сумками. Нажимаю «Добавить», выбираю «Стиль», выбираю «Шедевр» и, пожалуй, «Роскошь». И еще съемку товаров. Для съемки выбираю студийный точечный свет. Сервис шикарно выставил свет, даже люстру сгенерировал. Но я забыла поставить элемент на задний фон. По-моему, вот это. Задвигаю на задний план, но, по-моему, я ошиблась, и вот это больше похоже на гардеробную. Так, на задний план. Вот такие красивые фото гардеробной нашего продукта нам сгенерировал сервис PhotoGem. А теперь пойдем другим путем. Я выбираю красивые картинки гардеробной в Pinterest и скачиваю изображение. Загружаю его как задний фон. Растягиваю, выбираю на задний план. И у меня получилась немного иная гардеробная с характерным шкафом для обуви. Как и в выбранном изображении, которое мы выбрали для заднего фона. Перейдем к другому примеру. Дальше я вам хотела показать на таком примере, как сгенерировать изображение, но у меня возникли проблемы, и я воспользовалась чатом поддержки, обрисовала им проблему. В качестве референса приложила фотографию. Ребята тут же откликнулись. Расписали мне алгоритм действий и рекомендации. То есть, если вы владелец бизнеса, и у вас возникнут какие-то сложности, ребята вам тут же смогут помочь, чтобы в дальнейшем у вас не возникало таких проблем, и это дорогого стоит на самом деле. Далее мне скинули готовое изображение и ссылку, по которой со всеми настройками я могу сделать. То есть не только мне расписали мой алгоритм действий, но и все сделали за меня. Вот такой результат получился. Давайте сравним с референсом. По-моему, в точности все соблюдено. Я могу здесь посмотреть все настройки и промпт и скопировать настройки. Также вижу, что мое изображение использовали в качестве референса и настроили умеренное влияние. Благодаря чату поддержки у нас изображение похоже на референс и создаем новый шаблон. Я назову его «Крем». Теперь я создаю новый проект и добавляю новый продукт. И использую шаблон. Мы видим, что тот крем у нас удалился, и теперь у нас новый объект. Вот так легко и просто можно настроить шаблон и менять на нем продукцию. А сейчас заходим на AI-модели, нажимаем «Новый проект». Можно загрузить свою модель со своим лицом или там с лицом, я не знаю, как угодно. И, допустим, заходим на AliExpress.
Сохраняю это изображение. Теперь нажимаю «Загрузить свою фотографию». Сервис делает более четкий контур изображения. Скачиваем. Теперь исправим наш старый проект. Находим, вот он у нас с девушкой. Загружаем теперь наш другой элемент. И теперь у нас получилась более реалистичная модель на этом снимке. Мы можем также загрузить нашу модель и сгенерировать ее на каком-нибудь фоне. Поэтому прописываем промпт «Женщина на фоне серой стены». Теперь я сгенерировала фото кроссовка и загружу сразу несколько объектов. Сначала я загружаю кроссовок, затем я загружаю картинку, где девушка завязывает шнурок с очищенным фоном. Подгоняю по размеру, пишу промпт, добавляю настройки. Вот такие результаты получаются с замыленным фоном Сингапура, то есть в стиле боке. Что же здесь еще крутого, помимо того, что можно загружать свои объекты? Можно их здесь же сгенерировать. Давайте откроем новое окно. Нажимаем «Новый проект», «Начать с пустого листа» и сгенерируем стакан с зеленой газировкой на белом фоне. Мне понравился вот этот вариант, и я его скачиваю. Добавляю этот стакан как новый элемент. Указываю желаемый цвет и прописываю название. Изменю размер изображения и немножечко тут все отредачу. Вот такие крутые результаты можно получить, сгенерируя отдельные элементы в самой нейросети PhotoJam. Теперь разберемся с тарифами. По своему опыту могу сказать, что тариф Alight за 890 рублей в месяц, который предоставляет 500 джемкоинов, а генерируемый по 4 изображения в каждом гриде, мне хватило с лихвой, чтобы разобраться в сервисе и чтобы сгенерировать достойные изображения, которые можно использовать в качестве фотопродукта или же на маркетплейсе. Так что PhotoJam — это не только крутой генератор реалистичных фототоваров, это еще и незаменимый помощник продавцов. И вот почему. Можно взять чье-то фото с одежды и естественным образом заменить модель на фото. Также можно взять фото и использовать его в качестве референса. Можно загрузить изображение и использовать его как фон. Еще хочется отдельно отметить чат поддержки клиентов, своевременно работают и очень помогают, спасибо им. Еще плюс, что здесь есть отдельный генератор изображений, можно каждый элемент сгенерировать отдельно. Так что сервис PhotoJam действительно стоит внимания.